Ты часто сидишь здесь, на этой стене? Да, мне нравится это место. Здесь тихо. Я тоже люблю такие спокойные уголки. Иногда я прихожу сюда просто подумать. Ты выглядишь грустным. Все в порядке? Честно говоря, у меня почти нет друзей. Правда? Почему так получилось? Я много раз пытался заводить друзей, но это тяжело. Я часто разочаровывался в людях. Это очень грустно слышать. Но ты не один. Спасибо, ты добрая. Но почему все так сложно? Иногда люди просто заняты или не понимают нас. В школе у меня часто не было поддержки. А у тебя есть друзья в Москве или еще где-то? Нет, даже в университете все было непросто. Бывает. Я сама долго не могла найти настоящих друзей. Ты выглядишь очень общительной. Это только кажется. Раньше я тоже много страдала. Странно, мы все такие разные и такие похожие. Иногда просто нужно время и немного удачи. Ты права, мне не хватает настоящих разговоров. Но сейчас мы разговариваем. Это ведь хорошо? Да, мне очень приятно с тобой говорить. Может, попробовать чаще общаться с новыми людьми? Я всегда стесняюсь сделать первый шаг. Это нормально. Многим людям тяжело начать. Ты быстро мне доверилась. Почему? Я чувствую, что ты честный человек. Спасибо, мне это очень важно. Если хочешь, давай еще встречаться здесь. С удовольствием. Мне нравится эта идея. Тогда договорились. Сейчас уже тепло, будем гулять. Спасибо тебе за поддержку. Мне стало легче. Андрей, расскажи, как у тебя отношения с семьей? Все хорошо, Елена. Мы часто общаемся с родителями. Это здорово. Ты часто навещаешь маму и папу? Да, почти каждую неделю. Они живут недалеко. А братья или сестры у тебя есть? У меня есть младшая сестра Катя. Она учится в университете. Вы с ней дружите? Да, очень. Мы часто ходим вместе в кино. У меня тоже есть младший брат, ему 15 лет. Он тоже живет рядом. Да, вся моя семья живет в Санкт-Петербурге. Здорово. А родители часто к тебе приезжают. Они были у меня на прошлой неделе. Мы смотрели альбомы. Я люблю смотреть старые фотографии. Это приятно. У нас дома много семейных фотографий. Каждое фото– это воспоминание. Вот это верно. Моя мама всегда говорит, семья главное. Я согласна. Семья поддерживает в трудные моменты. Иногда мы всей семьей устраиваем ужины. Какие блюда готовите обычно? Часто мама готовит борщ или пельмени. У нас любимое блюдо– оливье на праздники. О, салат оливье – классика, его любят все. А твоя семья шумная или спокойная? Скорее тихая, но на праздники все смеются и поют. У нас всегда весело, много разговариваем. Я рада, что в моей семье хорошие отношения. Я тоже счастлив. Семья – это опора. Какие традиции есть у вашей семьи? Мы каждый год ездим летом на дачу. Звучит прекрасно. Мне нравится бывать на природе. Давай в следующий раз вместе посмотрим фото наших семей. С удовольствием, Андрей. Саша, смотри, как лев спокойно лежит. Да, Ирина, он совсем не двигается уже несколько минут. Может быть, он спит? Нет, кажется, его глаза открыты.
Ты когда-нибудь видел льва так близко? Нет, только по телевизору в документальных фильмах. Мне кажется, этот лев старый. Почему ты так думаешь? У него седая грива, и он совсем не активный. Возможно, в зоопарке много пожилых животных. Интересно, как зовут этого льва? Давай посмотрим на табличку рядом с вольером. Вот написано: Лев Максим, 12 лет, из Африки. Максим – интересное имя для льва. Да, мне нравится. Такой сильный и красивый. Смотри, он чуть пошевелил хвостом. Наверное, ему жарко. Сегодня солнечно. Ты права, в Петербурге редко бывает такая погода. Мне нравится гулять по зоопарку весной. Да, здесь спокойно и мало людей. Ты хочешь посмотреть других животных после льва? Давай немного подождем, может, Максим встанет. Хорошо. Мне интересно увидеть, как он ходит. Видишь, он зевнул. Какой большой рот. И такие мощные зубы, немного страшно. В дикой природе львы охотятся каждый день. А здесь его кормят сотрудники зоопарка. Наверное, ему не нужно много двигаться. Это правда. Зато он в безопасности здесь. Да, и у него есть тень и свежая вода. Может быть, завтра ему принесут вкусное мясо. Я бы тоже не отказался от вкусного шашлыка. Ах, Саша, ты вечно о еде думаешь. Как красиво здесь! Я люблю ярмарки с детства. Да, тоже очень нравится. Атмосфера праздника. Помнишь свою первую ярмарку? Конечно, я был маленький, в Нижнем Новгороде. А у нас в Петербурге всегда была большая карусель. Я каталась на ней с сестрой. Было очень весело. Я больше всего любил сахарную вату. Мама всегда покупала мне большую розовую. Сахарная вата тоже мой любимый десерт. А еще я помню горячую кукурузу на палочке. Да, запах кукурузы сразу напоминает мне детство. А ты каталась когда-нибудь на колесе обозрения? О да, мне всегда было чуть-чуть страшно. Но вид сверху был чудесный, все как игрушечное. Я тоже немного боялся высоты. Один раз катался с папой, он меня поддерживал. Здорово, мои родители всегда смеялись и фотографировали нас. А я любил разные игры, особенно бросать кольца. Но почти никогда не выигрывал игрушки. Я один раз выиграла плюшевого медведя. Он до сих пор живет у меня дома. Какой милый, у меня был только маленький заяц. А помнишь ледяное мороженое летом? Да, всегда покупали, когда было жарко. И руки, и губы были липкие от сиропа. А ночью ярмарка вся в огнях, очень красиво. Я любила смотреть на разноцветные огоньки. Сейчас тоже немного чувствую себя ребенком. На таких праздниках становится теплее на душе. Давай купим сахарную вату, как в детстве. Давай, пусть будет вкусное воспоминание. Здравствуйте, я только что посетила ваш зоопарк. Здравствуйте, рад, что вам понравилось. Я из Санкт-Петербурга, первый раз в этом зоопарке. Добро пожаловать. Какое животное вам больше всего понравилось? Мне очень понравились жирафы, они такие красивые. Да, жирафы очень грациозные, они любят угощения. Я кормила их морковкой, это было весело. Жирафы любят ласку и дружелюбных гостей. А какое ваше любимое животное в зоопарке?
Мой любимец – слон Коля. Он умный и спокойный. Слонов я тоже люблю. Они добрые животные. Слоны часто играют друг с другом и любят воду. Я заметила, как медведь спал на солнце. Очень мило. Медведь – символ России. Малыш только проснулся. А есть ли у вас волки и лисы в зоопарке? Да, они живут в отдельном вольере вдали от людей. Детям, наверное, очень нравится смотреть на волков. Конечно, особенно зимой, когда у них густой мех. Я люблю животных, но иногда грущу, что они в клетках. Понимаю вас. Мы стараемся сделать вольеры удобными. Летом животным, наверное, лучше, когда тепло. Да, летом у них больше активности и свежих овощей. Как вы заботитесь о здоровье животных? У нас работают ветеринары и опытные работники. Каждое животное получает правильное питание и уход. Это хорошо. Видно, что животные счастливы. Спасибо. Мы очень любим своих подопечных. Желаю вам и вашим животным здоровья и радости. Благодарю. Приходите к нам еще. Обязательно. Я расскажу друзьям о вашем зоопарке. Будем рады видеть вас снова. Хорошего дня. До свидания. Спасибо за интересную беседу. Доброе утро, Анна. Как прошли выходные? Привет, Алексей. Спасибо, хорошо. А у тебя? Тоже хорошо. Немного гулял по центру города. Ты не устал от шума и толпы? Честно говоря, да. Я не люблю шумные места. Я тебя понимаю. Я тоже люблю тишину. В нашем офисе спокойно. Это приятно. Да, мне нравится работать здесь именно из-за тишины. Ты легко отвлекаешься, когда вокруг шумно. Очень. Если кто-то громко говорит, я теряю концентрацию. Я тоже. На прошлой работе был постоянный шум. Было сложно работать в таких условиях. Я раньше работал в открытом офисе. Там было шумно. После этого я стал больше ценить тишину. Тебе нравится слушать музыку, когда работаешь? Иногда да, но только спокойную музыку. Я люблю тишину больше, чем музыку на работе. А в транспорте тоже не любишь шум. Да, особенно в час пик. В метро очень шумно. Я тоже стараюсь ездить рано утром или поздно вечером. А ты часто ходишь на большие мероприятия? Редко. Я не люблю большое скопление людей. Я тоже предпочитаю маленькие компании. Ты когда-нибудь хотела жить в деревне? Иногда думаю об этом. Там больше тишины. Да, там спокойнее и меньше стресса. Но иногда хочется жить в городе. Тут есть все. Согласен. Главное — найти баланс. В офисе у нас хороший баланс тишины и общения. Да, здесь приятно работать и отдыхать. Спасибо за разговор, Алексей. Было интересно. Спасибо, Анна. Хорошего рабочего дня. Дмитрий, ты выглядишь усталым сегодня. Да, Марина, рабочий день был тяжелый. Я тоже устала. Вечером бывает трудно. А как ты обычно расслабляешься после работы? Мне помогает чашка горячего чая. А тебе? Я люблю пить кофе и смотреть в окно. Красивый вид за окном, особенно вечером. Да, закаты над Москвой всегда красивые. Мне иногда помогает музыка. Ты слушаешь музыку? Иногда слушаю джаз или спокойную классику. Это хорошая идея. Я люблю слушать Шопена.
После хорошей музыки становится легче. Главное – не думать о работе дома. Я стараюсь гулять вечером, если не очень поздно. Я тоже иногда хожу гулять по центру города. Иногда я встречаю коллег в кафе после работы. Это приятно. Я редко встречаюсь, обычно иду домой. Дома я просто сижу с книгой или смотрю фильм. Мой сын любит играть в настольные игры вечером. Как здорово! Семья всегда заряжает энергией. Да, согласен, но иногда хочется просто тишины. Согласна, иногда лучший отдых – просто спокойствие. А у тебя есть любимое место для отдыха дома? Люблю сидеть у окна с чашкой чая. Я тоже люблю теплый плед и хороший чай. Иногда помогает просто поговорить с другом. Да, хороший разговор улучшает настроение. Дмитрий, спасибо, что поделился своими советами. Спасибо и тебе, Марина. Теперь я знаю новые идеи. Будем отдыхать лучше вместе, чтобы не уставать. Согласен. Хочешь еще чаю? Да, спасибо. Отличная идея для вечера. Оля, ты хочешь сегодня куда-то пойти? Не знаю, Дима, дома так уютно вечером. Согласен, но иногда хочется сменить обстановку. А куда бы ты хотел сходить? Можно прогуляться в парке или сходить в кафе. В нашем районе хороший парк, но сейчас прохладно. Да, весной там красивее. Может, лучше кафе? Кафе – хорошая идея, но я устала после работы. Понимаю, у тебя была трудная неделя. Иногда хочется просто посидеть дома с чаем. Мне тоже нравится наша гостиная. Свет лампы, мягкий диван, настоящий уют. Особенно, когда за окном уже темно и прохладно. А что обычно мотивирует тебя выйти? Встреча с друзьями, новое место или концерт. Иногда просто хочется свежего воздуха. Я выхожу, когда нужна смена впечатлений. Но иногда хочется спокойствия дома. Дома можно читать книгу или смотреть фильмы. У нас остались вкусные пирожки, кстати. О, пирожки. Это плюс остаться дома. А если мы пригласим кого-то из друзей к нам? Это отличная идея. Так мы дома и не скучно. Можно сделать чай, сыграть в настольную игру. Да, и не нужно куда-то идти далеко. Зимой особенно хорошо остаться в тепле. Согласен, хотя летом на улице приятнее. В Питере всегда много уютных кафе. Но наш дом – самое уютное место для меня. Давай сегодня останемся здесь, а завтра сходим в парк. Супер! Включу чайник, а ты выбирай фильм. Договорились, такой вечер тоже праздник. Оля, ты всегда с телефоном, ты не можешь без него жить. Андрей, неправда. Я просто читаю новое сообщение. Ты проверяешь телефон каждые 5 минут, серьезно. Ну да, я люблю быть на связи с друзьями. Мама часто пишет мне, я переживаю за нее. Я почти не использую мессенджеры, звоню только иногда. А я наоборот, редко звоню по телефону. Мне удобнее писать. А если интернет отключат, ты сможешь жить спокойно. Сложно сказать, наверное, будет скучно. Вот я спокойно пью кофе, не думаю о телефоне. А мне нравится фотографировать, выкладывать фото. Я не люблю соцсети, лучше встретиться вживую. Я тоже люблю встречи, но соцсети – это удобно.
Так можно видеть друзей из других городов. Когда мы были детьми, у нас не было смартфонов. Тогда мы гуляли во дворе, играли в мяч. Мне кажется, раньше было веселее. А сейчас мир другой, все часто онлайн. Но я читаю книги в телефоне. Это полезно. Я предпочитаю бумажные книги. Так удобнее для глаз. Я пробовала, но электронные книги удобнее в дороге. Иногда я забываю телефон дома и не переживаю. Я сразу ищу телефон, если не чувствую его в сумке. Мне кажется, я правда завишу от телефона. Ты не одна такая, сейчас много таких людей. А ты сможешь неделю без телефона прожить? Конечно, это просто. Проверим на спор. Ой, не знаю, трудно. Наверное, сначала будет непривычно. Попробуем вместе, так будет легче. Давай, начнем с часа без телефона за кофе. Иван, давай поговорим о том, как мы решаем конфликты. Да, Марина, это хорошая идея. Ты хочешь начать? Конечно, мне важно говорить спокойно, без крика. Когда кто-то кричит, я сразу закрываюсь. Я тоже предпочитаю спокойный разговор. Но иногда мне трудно не перебивать. Мне нравится, когда ты слушаешь внимательно. Это помогает мне чувствовать себя безопасно. Иногда я быстро хочу решить проблему. Но потом понимаю, что лучше обсудить все вместе. А мне важно, чтобы меня не торопили. Я люблю подумать и только потом отвечать. Я стараюсь помнить об этом, когда мы спорим. В детстве у нас дома часто спорили громко. У меня, наоборот, было тихо и спокойно. Может, поэтому я не люблю шумных конфликтов. Иногда я не понимаю, что тебя обижает. Мне нужно, чтобы ты говорила об этом прямо. Ты прав. Я постараюсь сразу говорить, если что-то не так. И я хочу попробовать ставить паузу, если все горячо. Это хорошая мысль. Можно посидеть молча пару минут. А потом продолжить общаться уже спокойнее. Иногда помогает попить чаю вместе, чтобы остыть. Помнишь, в прошлом месяце у нас был спор из-за уборки? Да, помню. Тогда я ушел, не договорив. Было неприятно, но потом мы все обсудили. Согласен, диалог помог нам понять друг друга лучше. Я хочу чаще говорить о чувствах, а не о проблемах. Я тоже. Когда мы открыто говорим, конфликт становится меньше. Спасибо, что ты меня слышишь, Иван. Спасибо тебе, Марина, за честность и терпение.